Всем привет, друзья! Сегодня я к вам снова с полезной информацией. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми хитростями с микроволновой печью. А именно сегодня хочу вам рассказать про хитрости, которые помогут быстро и равномерно нагревать еду. Надеюсь, что сегодняшняя информация окажется для вас полезной. Итак, первая хитрость, как можно сделать быстрый и равномерный нагрев пищи. То есть вообще микроволны, они могут проникать не более чем на 2 сантиметра, то есть в пищу на глубину. То есть, соответственно, и внутренние слои пищи будут нагреваться за счет теплопроводности. Поэтому гарнир укладываем где-то на высоту не более 2 сантиметров. То есть такую прям горку делать не нужно, иначе будет вообще плохо прогреваться. И также обязательно в центре делаем вот такое вот подобное углубление. Вот такое вот посерединке. И после этого можно также, если это рис, как у меня, плов, либо просто гарнир, обычный рис, можно положить в серединку лед. За счет этого лед вообще потребуется для того, чтобы рис всегда был рассыпчатым и сухим. Также, если вам нужно вообще очень быстро подогреть пищу, то тогда тарелку ставим не по центру микроволновой печи, а сюда вот ближе к этому краю. Так пища нагреется гораздо быстрее. Это просто за счет того, что с этой стороны всегда находится излучатель, который нагревает пищу, естественно. И за счет того, что к нему ставишь ближе, он нагреет, естественно, быстрее. Следующая хитрость. Накрывайте пищу крышкой. Крышка вот такая специально для микроволновки, она просто, когда будет греться пища, она не даст пару распространиться по микроволновой печи. И, естественно, направляет весь пар именно на еду, еда за счет этого прогреется гораздо быстрее. И еще также эта крышка защищает от каких-то брызг. То есть, когда, естественно, нагревается пища, она бывает, как знаете, стреляет, и это все по микроволновке разлетается, прилипает, естественно, потом остается этот весь налет, жир, потом это все трудно отмывать. А крышка предотвращает такие моменты. Следующий момент. Таким же способом можно и нагревать и любой суп также очень быстро. Я как-то выработал уже свой режим определенный. Я грею обычно суп, где-то ставлю на полную мощность на 5 минут. И он прекрасно разогревается, не кипяток, но как раз как меня устраивает, то есть хорошо прям горячее. Делаю то же самое, как и со вторым блюдом. Ставлю ближе к краю, накрываю этой крышкой. У меня борщ, тем более, если его не накрыть крышкой, то после того, как он погреется, я думаю, если кто грел борщ, знает, микроволновка буквально потом становится такая, за счет того, что томат, естественно, содержится в борще, и получается, что прям такой красный налет остается, это все потом каждый раз приходится протирать, а крышка предотвращает такие моменты, все остается только на крышке, потом помыл, и никаких проблем нет. То есть ставлю на 5 минут, и все прекрасно разогревается. И последний совет, как можно разогреть гарнир вместе, допустим, с котлетами и мясом равномерно, то есть как это можно все прогреть. Делается все очень просто. Сначала кладем, допустим, либо мясо, либо котлета там у вас, допустим. Сначала ее кладем на тарелочку, а потом сверху уже кладем ваш гарнир, то есть будь то рис, там макароны, либо другая какая-то крупа. И таким образом все прогреваем. Так, естественно, пища прогреется одновременно и более равномерно. Сегодня хочу поделиться с вами небольшой хитростью, как можно поступить с салфетками, которые у вас, допустим, уже подсохли, высохли, то есть, допустим, долго лежат, как у меня вот в данном случае довольно долго лежали вот эти вот салфетки. Вроде пользовался ими, но они лежали уже, наверное, не одну неделю, не один, может быть, месяц. Вот этот клапан уже, естественно, от частого использования, он как бы плохо держит, подорвался. То есть даже если его вроде бы вот так вот приклеишь, ну, он не особо держится, он там еле-еле. То есть воздух хорошо пропускает, соответственно, воздух попадает, и они становятся быстро влажными. То есть как можно устранить эту проблему, покажу. Конечно, если у вас вот такой вот вариант будет салфеток, с такой вот как бы вот крышкой, то и плюс еще здесь такая клейкая лента, как бы тоже как своего рода клапан, то, конечно, они пересыхают гораздо реже. Соответственно, в таком варианте, конечно, брать лучше. По крайней мере, на моем опыте знаю, что они у меня никогда не высыхали, потому что взял, удобно приклеил, даже если она плохо приклеилась, защелкнул, и никаких проблем нет. Поэтому, а так, сегодня я хочу поделиться небольшой хитростью, как можно
исправить эту ситуацию, то есть не выкидывать эти салфетки, когда они уже высохли. Также бывает, конечно, еще момент, то, что уже в магазине покупаешь салфетки, допустим, новые открываешь, а они уже там полусухие, практически даже, можно сказать, не сухие. И тоже можно этот способ, о котором сегодня расскажу, можно его применять, в принципе, и для таких салфеток, чтобы тоже, как говорится, не тратить деньги на ветер, не выкидывать после этого салфетки сухие. Итак, чтобы устранить проблему сухих салфеток, я делаю следующим образом. Допустим, внутрь прям салфеток можно налить, как вариант, обычную мицеллярную воду. У меня такой вариант, я в фикс-прайсе беру, там, по-моему, в районе 60 рублей, 55-60, вроде стоит, последний раз я смотрел, даже в этом году, может быть, там неделю назад. То есть дешевая вроде мицеллярная вода, 3 в одном, она такая неплохая. Я ее, конечно же, кроме как в бытовых целях, нигде больше не применяю. Так вот, можно ее взять, она хорошо, в принципе, очищает. Если у вас подсохли салфетки, я просто делаю следующим образом, открыл, прям вот так вот салфетки. И вот так вот небольшое количество туда прям заливаю. Немножко как бы вот так вот распределяю. Много, конечно, лить не нужно, чтобы прям они сильно влажные не были. То есть сильно прям мокрые, чтобы, как говорится, выжимать с них не пришлось. Так вот чуть по чуть добавляю. И все, вот так вот распределил их. Выравниваю. Я уже чувствую, они у меня стали гораздо влажнее. Также потом закрываем. Они после этого, естественно, имеют приятный аромат самой мицеллярной воды. И где их можно применять, такого рода салфетки, допустим, если у вас вдруг запачкалась куртка, либо одежда, но в основном куртка, допустим, тем же, как у девушек, чаще всего тональником. Все, она уже стала довольно-таки хорошо влажная, они у меня были прямо такие уже сухие, действительно долго лежат. Вот. Можно применять их, как я и сказал, допустим, вытирать, устранять с куртки тот же тональник. Хорошо устраняет мицеллярная вода, не оставляет никаких разводов, прям без проблем вообще, буквально пару минут. Даже какие-то другие, либо можно загрязнения помимо мицеллярной, легкие какие-то загрязнения тоже можно устранять. Естественно, сейчас на улице грязно, приходит уже весна, грязь, все это после морозов, у кого-то дожди, у кого-то, ну, у нас, по крайней мере, грязь в моем регионе. Поэтому приходишь, бываешь, даже или штаны какие-то, если плащевые, джинсы, я, допустим, вот так вот себе беру, достаю салфетку и протираю от этих вот забрызганных капель, от грязи и так далее. То есть хороший вариант, можете смело брать на заметку, чтобы действительно не выкидывать. Вот такое вот сделать применение, поэтому кому интересно, можете брать такой вариант на заметку. И также еще можно один вариант применять, допустим, вместо мицеллярной воды можно вовнутрь залить какое-нибудь средство, либо может быть против пятен какой-нибудь именно для вещей, либо какой-нибудь для ковров и так далее средств. Также аккуратно, можно прям со шприца туда аккуратненько залить, чтобы было удобно. И особенно если у вас пачка не такая большая, а маленькая, которая продаются там по 12-15 штук, и они у вас пересохли, и вы хотите воспользоваться таким каким-нибудь способом, можно туда прям со шприца либо мицеллярную воду, либо какое-нибудь средство для ковров. И это тоже будет средство, либо антипетин, опять же, что, как говорится, угодно, и так далее. Можно туда добавить и использовать. Также достаете салфетку, достали ее также и можете применять для одежды, для быстрой очистки вашей одежды. Опять же, повторюсь, потому что погода грязная. Отличный вариант, достали, протерли, конечно, слишком много не надо наносить, чтобы салфетка не была слишком в этом средстве, и, то есть у нее, чтобы оставался такой своего рода запас, когда вы протираете пятно, чтобы ее хватало, чтобы вытереть все остатки, протереть с одежды и так далее. И также забыл упомянуть, если будете добавлять не мицеллярную воду, а какое-нибудь, как я и говорил, средство для ковров, антипетин, что-нибудь такое подобное в эти салфетки, то если концентрация сильное средство, то лучше разбавить немножко с водой. То есть добавили немножко средства туда вовнутрь и добавили немножко туда же и воды. И вот такой вот хотел сегодня информацией с вами поделиться. Надеюсь, что она оказалась для вас полезной. И всем пока!